Эх, старая добрая Нетландия. Как приятно сюда вернуться, здесь все как и всегда. Питер Пен, эти маленькие негодники, фея Динь-Динь, пираты, Крюк и осьминог. А что, крокодила из первой части таки завалили? Приветствую, это старый видик. В целом, я не люблю диснеевские сиквелы, но посмотрим, что это за штука такая возвращение в Нетландию. Мотор! Давай мотор! Редкий случай. Этот диснеевский сиквел вышел не сразу на носителях, его еще прокатывали в кинотеатрах. Разница между оригиналом и продолжением солидная, почти 50 лет. За это время почти все актеры озвучки ушли из жизни. Кроме Кэтрин Бамонт, ее хотели позвать озвучить взрослую Венди, но не случилось. Питер Пен 53-го года входит в золотой фонд диснеевской анимации. Милый мультик про то, как важно сохранять в себе внутреннего ребенка. Сам главный герой по большей части меня раздражает своей беспечностью, нарциссизмом и некоторыми тупниками. Всегда офигевал, как легко Питер относится к тому, что Венди находится на волосок от смерти. Для него это все шуточки, блин. Они хотели пошутить. Мы всего лишь хотели ее утопить. Вот видишь? Что мы видим во второй части? Свежую картинку, и это здорово наблюдать, как старые уже классические персонажи выглядят круто в более современной рисовке. Что получилось сюжетно? А получилось в целом неплохо, но не то, что прям хорошо. Что лично я ожидаю от мультяшного сиквела. Хотелось бы, чтобы он с одной стороны как-то сохранял дух оригинала, все-таки я смотрю это потому, что люблю первую часть. С другой стороны, в истории должна быть сюжетная новизна. Хороший пример Король Лев 2. Тут сохранились многие элементы оригинального сюжета, но сама история завязана уже на новых героях, а тема круга жизни долго плавно перетекает в аллюзию на ксенофобию и прочие предрассудки. Во втором Питере Пене, увы, новизны немного. Что касается духа оригинала, да, тут есть. Тоже место действия, Неверленд, те же персонажи. У этих маленьких гопников, к слову, имена наконец появились. А еще привычка харкать себе на руки. Какая гадость. Также продолжается тема вечно играющего в попе детства. Снова Питер Пен против Крюка, все как в старые добрые времена. Прикалывает, что по киношному времени событий первой части прошло лет 20. Венди выросла, обзавелась мужем и детьми, а в Нетландии за это время ни хрена не случилось. Крюк так и не смог одолеть заклятого врага и продолжает строить ему козни. Он даже по-прежнему ищет его логово, хотя за столько лет можно всю Нетландию вдоль и поперек истоптать. И, кстати, он разве не знает, где живет Питер Пен? Это не туда он отправил бомбу в первой части. И только спустя кучу лет Крюку пришел в голову гениальный план – похитить Венди из реального мира, чтобы использовать как приманку. Видимо, Питер и Крюк, как Бэтмен и Джокер, обречены бороться вечно. Я понимаю, что Нетландия — это особое место, здесь люди не взрослеют, время словно остановилось, но разве тут не могут развиваться события? Ведь когда-то Питер Пен отрубил пирату руку, это прогресс в их противостоянии. То есть тут возможны повороты, которые влияют на дальнейший ход событий. Но со времен первой части, а это прошло лет 20, тут все по-старому. Возможно, время тут течет совершенно иначе. Кое-что в Нетландии все же изменилось. Куда-то делся крокодил, что преследовал главного пирата. И вместо него осьминог. Сценаристы мульта посчитали, что юмористический потенциал вражды пирата и крокодила исчерпал себя в оригинале. Поэтому просто заменили зеленого на другое животное, которое делает все то же самое. И даже издает звуки, что напоминает тиканье часов в брюхе крокодила. А тема ревности Динь-Динь к очередной оппонентке себя не исчерпала? Тут и так все то же самое, уж оставили бы крокодила. Еще нам не показали индейцев, хотя оставили какие-то указатели на то, что они все-таки в Нетландии есть. После обвинений в том, что в первой части их образ вышел довольно карикатурный и оскорбительный, в сиквеле решили не рисковать. Странновато по итогу, тут такая жизнь кипела когда-то, а теперь словно колонисты из Европы заглянули на огонек и всех укокошили. В общем, как видим, Нетландия не дарит нам ничего нового. Вся надежда на Джейн, что оказалась тут, как и ее мама когда-то. И эта девочка приносит какую-то свежесть в сюжет. Вообще завязка мульта с ее предысторией получилась интересная. Великобритания воюет, мужчин забирают на фронт, Лондон под угрозой бомбардировок, детей эвакуируют. Думаешь, вау, это точно мульт про Питера Пена? Джейн к своим 12 годам сильно отличается от Венди. Еще бы, отец, уходя на войну, дал наказ заботиться о семье. Ты должна, дорогая, приглядеть за мамой и Дэнни. И девочка восприняла это напутствие очень серьезно.
Она рано повзрослела, несмотря на опасности, делает вылазки в город. Еще солдат Джейн не любит глупые сказки, очень практичная и не по возрасту строгая и деловая. Когда Венди попала в Нетландию, она была обычной девочкой, легко поддалась чарам Питера Пэна, и для нее не составило проблем научиться летать. Ведь она просто ребенок, пусть даже отец ее считал иначе. Когда Джейн попадает в Нетландию, это уже другая история. Во-первых, важно, что она там не по своей воле, ее притащили силой пираты. Во-вторых, она постоять за себя умеет, не побоится ни разбойников, ни других опасностей, построит плот и добудет огонь. С Питером Пэном она ведет себя строго, прямо, может подкалывать. Значит, дело в моей красоте. А может, ты просто надутый? И с самого начала девочка мечтает свалить из этого странного места, ведь у нее есть обязанности дома. В общем, основное отличие, что в этой части в Нетландию попадает довольно взрослый, не по годам человек. Хотя девочка разочаровала, поддавшись манипуляциям пирата. Поверила в историю Крюка, что он отвезет ее домой в обмен за услугу, ничего не сделает Питеру Пэну. Это же пират, все дети знают, что пираты нехорошие. А тебя саму эти морские бродяги к тому же похитили. Тут она проявила себя как обычное несмышленое дитя. Я давно мечтал о том, как бы уплыть с этого жуткого острова и вернуться к горячо любимой мамочке. О, вот эта шутка прям зашла, мама его тоже с Крюком, лоу. В целом же присутствие Джейн единственное и главное, что делает историю хоть сколько-нибудь оригинальной. Хотя в конце все равно все сведется к тому же. Эволюцию Джейн как героини мы можем проследить через метафору полета. Отсюда можно только улететь. А взять на руки и отвезти домой, как ты это тут делаешь. Такой себе ты герой, Питер. Взрослому душниле скилл полета недоступен, а вот тому, кто сохранил в себе частичку детства, воображения, веры, вполне. И в конце Джейн сможет полететь, потому что для этого всего лишь нужны... Вера, надежда и... это пыльца. Ну что вы сделали, ребят? Вы своей пыльцой просто похерили месседж. Получается, вера, надежда и вся работа героини над собой — это важно, но все теряет смысл, если нет волшебной пыльцы. Другой странный момент, когда фея начинает помирать от того, что Джейн в нее не верит. Честно, не очень-то жалко ее после всех ее сволочных проявлений. Я помню, она чуть Венди на гибель не обрекла. Она же могла погибнуть. Эта женщина опасна. Странно, что Джейн не верит в нее, когда она вот перед ее глазами. Но главный вопрос, с чего вообще существование Динь-Динь завязано на вере в нее Джейн. Это надо было, чтобы продвинуть сюжет вперед, но вышло настолько странно, не к месту и притянуто за уши. А в конце нас ждет очередной баттл Питера и Крюка на пиратском корабле. Меня поражает этот пират. Сколько лет ты мечтаешь завалить этого мальчишку, а все еще устраиваешь долгие прелюдии вместо того, чтобы убить его на месте, пока есть возможность. Видимо, не сильно Крюк этого хочет. Наверное, ему нужен идеальный противник, иначе жизнь станет бессмысленна. Скорее всего, вот и ответ, почему их противостояние на том же уровне, что в первой части. Я думаю, мы с тобой обречены бороться вечно. Либо Крюк просто тормоз. Вот тут была отличная возможность проткнуть Джейн шпагой. Так, остряки-комментаторы, я имел в виду именно шпагу, если что. Что ж, Питер Пэн 2, Возвращение в Нетландию, в целом неплохой сиквел. Визуально смотрится прекрасно, приятно увидеть старых персонажей и локаций в новой обработке. Но по сюжету это уж слишком вторичный продукт, не привносящий ничего нового. С таким же успехом можно снять еще 10 продолжений про следующее поколение семьи Венди, где каждому новому ребенку посчастливилось побывать в Нетландии, в которой все всегда по-прежнему. Такая типа семейная традиция. И между прочим, в книге Питер и Венди Джеймса Барри так почти и было. После того, как Питер Пэн затащил к себе сперва Венди, потом Джейн, спустя годы он прилетел и за дочерью Джейн по имени Маргарет. Вообще, вот эта девчонка явное украшение фильма. Она очень контрастирует с Венди из первой части, но эволюция героини пошла по одному месту. Не верила, потом внезапно поверила. Почему? Что подтолкнуло? Вид умирающей феи? Тут с этим особо не запарились. Но хочу отметить финальную сцену, где взрослая Венди встречается с Питером. Диалог старых друзей, что увидели спустя кучу лет, вышел очень немногословным. Но как будто и слова не нужны, сцена довольно эмоциональная и без этого. Приятное завершение картины. Ты изменилась? Вовсе нет. Ну что ты? Ну а что вы думаете об этом мультфильме? Если поставишь лайк и подпишешься, то Динь-Динь подкинет тебе золотой пыльцы. Не поймите меня превратно. Но помните, без веры и надежды ничего не получится. С вами был Старый Видик. Пока. Меня все девчонки ревнуют. Да что ты? А ты-то и рад. Да когда же ты сдохнешь?